Всем привет! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня я хочу вам показать свое приобретение. Вчера я получила заказ из интернет-магазина. Посмотрите, какую книгу я заказала. Это уникальное расширенное издание первой и основной коллекции дизайнов для вязания на спицах. Дизайнер Хитоми Шида очень популярная в разных странах мира. Все вы ее, наверное, уже знаете, знакомы с ее узорами. И у многих из вас, наверное, есть книги. Передо мной на столе расширенная и переработанная версия первой и основной книги японского дизайнера, разработчика красивых японских узоров Хитоми Шиды. И, конечно же, мое любимое издательство, книжное издательство Бомбора. Я очень люблю заказывать, покупать книги. Книги у меня разные, не только по вязанию. Очень-очень-очень-очень много разных книг. Я всегда заказываю. Каждый месяц пополняю свои запасы, и книги меня окружают везде. Везде, в каждой комнате, на каждом свободном пространстве у меня есть очень много разных книг дома. Кто-то покупает журналы по вязанию, а я всегда покупаю интересные книги. Книга новая у меня от этого автора, это уже третья книга. Я настолько люблю вязать по узорам Хитоми Шида, что как только появляется новая книга, всегда ее заказываю. Чем мы перейдем к обзору книги, я вам расскажу, чем же она мне понравилась и почему я ее выделяю среди остальных книг. Давайте я вам сразу же расскажу, где ее можно заказать. Название книги «Вязание Хитоми Шида. 250 узоров». 6 авторских моделей. Издательство Бомбора. Так вот выглядит переплет. Главная обложка. Можете заказать в любом интернет-магазине. Также есть эта книга доступна к покупке на Озон, на Вайлдберрис. И в описании под этим видео я вам оставлю ссылку на интернет-магазин, где вы можете заказать книгу со скидкой. Здесь вы уже сами выбираете, потому что в разных интернет-магазинах цена может быть разная и отличаться. Может быть, какие-то есть акции, промо-предложения. В общем, девочки, смотрите. Сегодня я вам расскажу вот именно об этой книге. Почему я ее выбрала и выделяю ее среди двух основных книг, которые были изданы ранее. Вот это у меня третья книга от Хитоми Шида. В этой книге вы также найдете биографию о Хитоми Шида. Можете ее почитать. Я немножко хочу вам вкратце рассказать, так как мой канал смотрят рукодельницы из других стран. Книги от Хитоми Шида, они переводятся на 11 языков. И вот эта книга «Коллекция узоров» 250 для вязания на спицах переведена на 7 языков. И она уже стала популярной во всем мире. Дорогие рукодельницы, в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, есть у вас книги от Хитоми Шида? Это первый вопрос. И второй вопрос. Любите ли вы покупать книги по вязанию, по рукоделию? Я собираю коллекции книг, самых интересных, полезных. И вот хочу вам порекомендовать обязательно приобрести эту книгу. Сейчас я вам расскажу, почему. О книге я могу рассказывать долго, очень подробно, но хотелось бы вам побольше информации дать. Смотрите, высота книги 30 сантиметров, ширина 23, чтобы у вас было представление, как какая-то большая и ценная для меня вот книга. Объем, то есть ширина получается примерно 2 сантиметра. По размерам она достаточно большая.
У нее очень твердый переплет, красивое оформление, яркое. Книгу можно преподнести в качестве подарка. Это будет ценный подарок, и мне кажется, обладать этой книгой, это просто, вы знаете, вот если бы мне подарили эту книгу, я была бы безумно рада. Потому что для меня это действительно ценный и желанный подарок. Во-первых, обращаю ваше внимание, как оформлена книга. Посмотрите, какие у нее страницы. Приятно ее не только держать в руках, но просто рассматривать картинки. Как все со вкусом оформлено. Год выпуска 2023, то есть это новинка. И содержание книги. Давайте я вас сразу же ознакомлю. Сейчас мы с вами вкратце пробежимся. Здесь, значит, у нас есть раздел «Ажурные узоры», «Рельефные узоры», «Композиции из узоров», «Узоры с перекрещиванием петель», «Панели», «Узоры для оформления краев», «Инструкции по чтению условных обозначений», и также инструкции по вязанию изделий. Вот эта глава, она самая-самая интересная. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Почему я рекомендую обратить внимание именно на книгу 250 узоров, новую версию? Потому что в этой книге вы найдете 6 авторских моделей с подробным описанием вязания, со схемами, даже есть информация по расходу пряжи, но вот эта информация будет в конце данного видео. Давайте начнем по порядку. Посмотрите, вот, например, у нас раздел «Ажурный узор». Предлагается к нашему вниманию ажурный джемпер с точным рукавом. Связан он очень красивым узором. Инструкции есть по изготовлению. Здесь очень удобно. Нам указан навигатор, что нужно смотреть определенную страницу. Также нам здесь в книге указали, что какой узор используется для вязания ажурного джемпера. Это первая модель авторская. И далее мы с вами смотрим варианты ажурных узоров. Слева у нас схема, и справа у нас образец узора. Посмотрите, какие они все красивые. Здесь есть сложные узоры. Они все авторские, очень интересные. Все схемы очень хорошего качества. Здесь указаны все условные обозначения, также информация по количеству петель, сколько раппортов, сколько рядов. В общем, вся та информация, которая нам нужна для того, чтобы повторить данный вид узора. Схемы все четкие, наглядные, понятные, фотографии отличного качества. Узор здесь очень хорошо читается, можно просмотреть каждую петельку. Вот красота. Я быстренько пробегусь, потому что если у вас появился интерес повторить эти узоры, то, конечно же, закажите себе эту очень нужную, классную книгу. Потому что здесь очень много разных узоров. Они все красивые и подойдут для вязания разных вещей. Смотрите, какая красота. Можно связать кардиганы, джемпера, пуловеры, шапки, снуты, футболки, топы, кофточки. В общем, все что угодно. Все эти узоры, они настолько уникальны, и они авторские, что вот эти узоры даже используют многие дизайнеры для того, чтобы создать свои шедевры. Потому что вот эти узоры я очень часто встречаю в работах известных
дизайнеров. Вот, смотрите, какая красота. На самом деле этих узоров очень много. Давайте, вот сейчас мы с вами смотрим только коллекцию ажурных узоров. И со страницы 50 у нас начинаются рельефные узоры. Вторая модель — это летняя футболка, кофточка, жилет, безрукавка. Можно связать летний вариант, можно связать из теплой пряжи, будет у вас демисезонный вариант. Посмотрите, какое исполнение, как сочетаются и комбинируют между собой, перекликаются узоры, они здесь разные. И к этой модели есть подробное попетельное описание, выкройка плюс схемы вязания. Также есть информация по расходу пряжи. В общем, досмотрите видео до конца, я вам все покажу. Начались у нас с вами рельефные узоры. Вот тоже очень красивые узоры. Настолько красивые, что хочется каждый из них повторить и связать плечевые вещи. Просто вот сесть и начать вязать. Я эту книгу заказала для того, чтобы снимать для вас подробные попетельные мастер-классы. Будем с вами вязать вещи спицами. Вяжем не только крючком, но и спицами. Потому что сейчас вязание спицами очень популярное направление. Глава, страница 66, это у нас композиции из узоров. И третья модель. Предлагается нам связать вот такой комплект. В комплект входит кофточка с укороченным рукавом. Связана она очень-очень красивым узором. И болеро с длинным рукавом. Использован для вязания вот этот узор, либо можно вот такой использовать. Смотрите. Они немножко отличаются между собой. Здесь по степени сложности и исполнения. Очень красивые, девочки. Вот просто, вот, знаете, вот просто для творческого вдохновления, чтобы зарядиться творческим позитивом на новую работу, можно просто достать эту книгу и посмотреть, вдохновиться и создавать красоту своими руками. Смотрите, какая красота. Очень много узоров. Следующая глава, 80-я страница, это у нас узоры с перекрещиванием петель. Четвертая модель, на которую есть подробно попетельное описание вязания со всеми схемами вязания, с выкройкой. Предлагается нам связать вот такой вот жакет. Можно связать кардиган. Я, наверное, скорее всего, свяжу себе такой кардиган обязательно. Очень красивый. Посмотрите, какая красота. И отделка. Все продумано до мелочей. Планка красивая. Жакет на пуговицах. Здесь нужно посмотреть спущенный рукав, либо вточной. Здесь не совсем понятно. Но модель изумительная. Рассматриваем с вами узоры с перекрещиванием петель. Их тоже очень много. Они все интересные. У меня книга не помещается в кадр. Ну, девочки, поверьте, они настолько все узоры красивые, что обязательно нужно каждый узор использовать при создании своего шедевра. Я собираюсь связать летний кардиган и уже присмотрела несколько узоров. Сниму для вас подробный попетельный мастер-класс, разберем с вами
узоры. Посмотрим, как читаются вместе с вами схемы. Они здесь немножко по-другому читаются. Я уже по этим книгам вязала, у меня есть опыт вязания и чтения схем, так что будем вязать с вами, как всегда, вместе на моих каналах. Следите за новостями. И следующий раздел у нас идут раздел панели. Предлагается вам связать вот такой вот свитер. Здесь реглан снизу вверх. Принцип вязания. Вот такая вот красота. И используются для вязания готовые уже панели. Узор готовый, состоящий из нескольких элементов, схема. Вы выбираете любую панель и используете ее для вязания, например, свитера, джемпера, пуловера, можно связать кардиган, жакет, шапку, снуд, шарф. Очень красивые панели. Не надо комбинировать узоры между собой. Здесь уже все готовое. Берете, выбираете узор, берете схему и садитесь и наслаждайтесь процессом вязания. У вас получается такая красота, что просто заглядение. Такой уже вещи, если вы свяжете, точно ни у кого не будет. Следующий раздел – это узоры для оформления краев. Представлено 5 вариантов резинок. На одной странице 5 вариантов, на другой. Получается 10, еще 5, 15, плюс 5, 20, 25. Здесь 4, 29. 29 вариантов разных резинок. Вот здесь вот резинки, да, а здесь красивые дорожки. Бордюры, можно сказать. Вам на заметочку. И схемы вязания. Далее у нас идет информация по вязанию сложных узоров. Здесь указаны условные обозначения к этим узорам. И расшифровка условных знаков, условных обозначений. То есть текстом прописано, как связать элемент, сложный элемент, чтобы у вас все получилось. Все подробно расписано. Так что ничего здесь такого нет сложного. Здесь есть шпаргалка. И информация для как сокращать петли, выполнять убавки, скрещивать петли. Наглядные иллюстрации. Есть информация, как правильно сделать убавки, вывязывать косы, разные виды узелков. В общем, сложные элементы, которые вы, может быть, ранее никогда не вязали. Есть наглядная расшифровка вот этих, как правильно связать тот или иной элемент, который указан в схемах. И самое интересное, почему я рекомендую эту книгу. Мы с вами посмотрели все модели, которые разработаны автором, дизайнером. И далее в конце книги вы уже видите детальное попетельное описание для каждой модели. В каждом подробном попетельном описании есть информация по материалам. Указано название ниток, информация по расходу пряжи, также информация по инструментам для вязания, диаметр спиц, диаметр крючка, информация по размеру готового изделия. Здесь есть мерка с обхвата груди, ширины спины, длина изделия, длина рукава. Это уже все мерки сняты с готового изделия. И указана плотность вязания. Также есть информация по указанию вязания. Здесь есть информация то есть выкройка на представленные размеры.
Если вы не вписываетесь в тот размер, который здесь указан, по аналогии вы можете сделать расчеты на любой размер. Воспользоваться готовыми материалами, выкройкой. И очень удобно, что здесь указано на каждый размер, сколько необходимо петель набрать, сколько петель необходимо закрыть, прибавить, убавить для каждого размера. Смотрите, изучаете, сколько рядов нужно высоту провязать. В общем, настолько подробная, понятная информация, что вот этот раздел подходит специально для начинающих вязальщиц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Вы приобретаете, заказываете одну книгу, открываете любое изделие плечевое и по аналогии вяжете, меняете только узоры, меняете пряжу, либо можно подобрать пряжу именно под ту плотность, которая здесь указана, под тот метраж, под ту толщину нити, либо уже связать образцы, определить свою плотность вязания и сделать расчет, определить коэффициент, чтобы перевести свою плотность вязания в ту плотность, которая у нас рекомендуется автором для того, чтобы связать вещь аналогичную. Для меня эта книга настолько ценная, полезная, информативная, что просто, как говорится, палочка-выручалочка. Она должна быть настольной, потому что вы берете за основу вот эти все модели, все 6, и вяжете по аналогии. Можно связать столько вещей. Вот я написала в заголовке миллион вещей. Вот действительно, просто меняете узоры, меняете пряжу, меняете разновидность пряжи по составу, по метражу, по цвету, меняете дизайн, там, меняете варианты резинок, и у вас каждый раз получается новая вещь. По одной выкройке можно связать и летние модели, и демисезонные, и на любой размер. Здесь все очень просто. Просто берете, пересчитываете, чуть-чуть остается изменить, и все. В данной книге вы также найдете, как правильно связать красивую линию проймы, как правильно связать красивый окат рукава, на какую высоту, какая должна быть высота оката, как связать красивый V-образный вырез горловины, красивый круглый вырез горловины, закрыть петли, какое количество петель закрыть для того, чтобы у вас была красивая посадка. Вот видите, все здесь подробно по петелькам указано с учетом изменения схем узоров. Ничего, тут даже думать вам не придется. Берете готовый материал и вяжете. На каждую авторскую модель есть подробное описание вязания, попетельное, со всеми схемами, с информацией по инструментам, по расходу пряжи. Сделаны расчеты на несколько размеров. Все схемы есть. То есть вот вы просто берете эту книгу, выбираете любой проект авторский и повторяете. Если не нравятся те узоры, которые вам предлагает связать автор, вы, значит, берете за основу выкройку. Вот, например, видите, здесь на этой схеме представлена схема вязания рукава. Как сделать прибавки рукава для того, чтобы они были плавные. Вы берете, например, за основу вот эту выкройку со всеми прибавками, меняете здесь узор и вяжете. Здесь уже все просчитано. Все просчитано за вас. Вариант вязания кардигана, жакета. Вот по этой выкройке вы можете связать любую модель, использовать узор, который предлагает нам автор, либо сделать замену узора. Выбираете из этой книги любую панель, любой узор ажурный, либо с перекрещиванием петель, и повторяете
работу, только уже в своем варианте. В этой книге собраны все популярные модели, все варианты моделей: пуловер, джемпер, футболку, кардиган. Также можно связать свитер регланом снизу вверх. На все базовые модели у нас есть в этой книге выкройки и схемы вязания. Также есть описание, попетельное описание вязания на несколько размеров. Просто выбираете любую модель, делаете ее базовой, меняете узоры, делаете немножко свои расчеты, если не вписываетесь в этот размер, который указан автором, и вяжете. Очень красивые вещи. Очень много схем. И в конце книги здесь есть сетка для рисования схем. То есть вы можете сами придумать схему, либо начертить ее, нарисовать какую-нибудь свою. В книге 174 страницы. Книга очень ценная, познавательная, информативная. И я вам обязательно рекомендую, закажите ее. Вот пока она есть в продаже, обязательно ее закажите. Даже если вы не будете вязать эти узоры, может быть, они вам покажутся неинтересными, хотя такого не может быть. Они очень красивые, девочки, они настолько красивые, что хочется связать каждый из представленных узоров. Каждый узор, он уникален, красив и интересен по-своему. Обязательно закажите, приобретите эту книгу. Книгу 250 узоров по вязанию спицами вы можете приобрести в любом интернет-магазине. Издательство Бомбора. Это новое издание, переработанное, дополненное 6 авторскими моделями от Хитоми Шида. Для меня лично эта книга имеет высокую ценность, потому что здесь очень много красивых узоров и есть подробное попетельное описание вязания со схемами. Также есть информация по расходу пряжи и есть информация по метражу пряжи, для того, чтобы пряжа подошла к конкретному узору, и этот узор красиво смотрелся в вязаном полотне. Дорогие мои, ссылку на книгу, где можно ее заказать, со скидкой в описании под видео и в первом закрепленном комментарии я вам оставила. Также вы можете заказать эту книгу в любом интернет-магазине. Посмотрите ее на Озон, на Валберес, в других книжных магазинах. Можете посмотреть в магазинах, где вы проживаете, потому что пока она есть, ее нужно обязательно приобрести. Потому что все эти узоры, которые представлены в этой книге, они будут всегда актуальны и всегда вам будут помогать создавать шедевры своими руками. Создавайте красоту и давайте будем вязать с вами вместе. Выберу узор и жду вас на своем подробном попетельном мастер-классе. Надеюсь, информация для вас была ценной, познавательной, информативной. Я постаралась подробно вам рассказать о книге. Надеюсь, заинтересовала вас, что у вас должна эта книга быть обязательно. Даже если вы не вяжете спицами, все равно ее можно заказать. Посмотрев ее, вы обязательно захотите научиться вязать спицами. Ну, хотя бы попробовать.
Давайте с вами поиграем. Пожалуйста, дорогие мои зрительницы, мои самые-самые любимые, которые досмотрели это видео от начала и до конца внимательно, без перемотки. В комментариях под этим видео напишите мне, пожалуйста, кодовое слово «бомбора». Значит, смотрите, кодовое слово «бомбора». Кто досмотрел это видео до конца, я вас благодарю. Посылаю вам миллион сердечек, миллион поцелуев моих. Я вас просто обожаю. Спасибо, что смотрите все мои видео от начала и до конца и вяжете вместе со мной. Я вас благодарю. Всем пока-пока. До новых встреч на моих каналах.